У вас дома есть капуста и куриная грудка? Когда первый раз приготовила это блюдо и дала попробовать своей подруге, она сказала, что этот рецепт обязательно нужно показать подписчикам на канале. Долго не думая, решила выложить его здесь. Сегодня взяла пекинскую капусту, но в сезон можно брать и молодую белокочанную. Очень вкусно получается и так, и так. Кстати, если берете обычную капусту, выбирайте капусту поплотнее. Список продуктов для этого рецепта найдете в описании под видео. Обязательно сохраните рецепт, чтобы не потерять. Начинаю нарезать пекинскую капусту. Половинки такой большой хватит. Все зависит от диаметра вашей сковороды. У меня сковорода 28 см и глубокая. Если у вас сковорода поменьше, берите капусты меньше. Нарезаю капусту покрупнее, так она лучше держит форму при тушении. Дальше беру куриное филе, парочку грудок. Нарезаю небольшими кусочками. Куриное филе предварительно мою. Так приготовленная пекинская капуста особенно хороша тем, что готовится быстро и остается хрустящей. Она нежнее обычной белокочанной. Кстати, сковороду лучше брать с толстым дном, она равномернее прогревается. И обязательно с антипригарным покрытием. Перекладываю филе в глубокую тарелку. Наливаю соевый соус, добавляю растительное масло, щепотку сахара. Сахар здесь не для сладости, а для карамелизации, чтобы мясо красиво румянилось. Теперь 2 столовые ложки с горкой кукурузного крахмала и немного воды. Перемешиваю хорошенько и отставляю в сторону. Пусть мясо маринуется, а мы займемся овощами. Нарезаю одну луковицу репчатую, покрупнее, перьями. На сковородку наливаю растительное масло, высыпаю лук, буду обжаривать до полуготовности на среднем огне. А пока лук жарится, возьму одну среднюю морковь. Нарежу сначала на пятачки, а потом на соломку. Только не мельчите. Высыпаю к луку на сковородку. Лук уже становится прозрачным, это значит, что он готов принять морковь в компанию. Морковь добавляет не только цвет, но и легкую сладость блюду. Перемешиваю аккуратно, чтобы овощи равномерно обжаривались. Когда морковь и лук обжарились до полуготовности, это примерно 5-7 минут, добавляю нарезанную пекинскую капусту. Не переживайте, что сначала кажется, будто капусты слишком много, она быстро уменьшится в объеме. Перемешиваю, добавляю четверть чайной ложки соли и столовую ложку уксуса. Берите натуральный уксус. У меня рисовый, но можно яблочный или винный. Рисовый уксус мягче обычного столового, не такой резкий. Перемешиваю периодически, пусть тушится на среднем огне. Капуста должна стать мягкой, но сохранить легкий хруст. Это займет минут 10-15.
А пока нарежу красный острый перец. Прямо вот так, кружочками. Взяла половинку стручка. Если не любите острое, можете меньше добавить или вообще исключить. Но мне кажется, легкая острота здесь очень к месту. Она подчеркивает вкус курицы и овощей. Добавляю перец к почти готовой капусте и перемешиваю. Острый перец лучше добавить в конце, чтобы он не потерял свой аромат. Теперь беру небольшую часть от корешка имбиря, где-то чтобы столовая ложка с горкой уже нарезанного получалась. Очищаю его и нарезаю покрупнее. Имбирь добавляет блюду особую пикантность. Кстати, свежий имбирь можно хранить в холодильнике. А еще один секрет: если имбирь начал подсыхать, замочите его в холодной воде на полчаса. Он снова станет сочным. Капуста почти готова. Пересыпаю ее в миску. Освобождаю сковородку для курицы. Не переживайте, что овощи остынут. Мы их еще будем соединять с мясом. Это блюдо универсальное. Можно подавать и на обед, и на ужин. С рисом особенно сочетается. Но и само по себе вполне самодостаточное. Кстати, если хотите сделать блюдо более сытным, можете добавить отварную лапшу или рисовую вермишель. Еще один секрет. Это блюдо можно готовить заранее. На следующий день оно становится еще вкуснее, потому что все вкусы лучше соединяются. Дальше беру сковородку, наливаю растительное масло и высыпаю туда нарезанный имбирь. На среднем огне обжариваю слегка, буквально минуту. Имбирь должен отдать свой аромат маслу. Беру зеленый лук, отрезаю белые части и нарезаю их пополам или на 3 части. Белые части лука более плотные, их нужно обжаривать дольше, а зеленые добавим в конце. Имбирь сдвигаю в сковородке чуть в бок. Можно его вообще убрать со сковороды. Свою функцию он пока выполнил. Ароматизировал масло. Высыпаю туда замаринованную курицу. Обжариваю. Это займет минуты 2-3. Крахмал в маринаде поможет создать красивую румяную корочку. Рядом с курицей в уголок высыпаю белые части зеленого лука. Обжариваю все вместе. Курица, как и лук с имбирем, быстро схватываются, так что следите внимательно, переворачивайте. Цель – зарумянить курицу со всех сторон и довести до готовности. Куриное филе готовится быстро, главное не пересушить. Тем временем нарежу чеснок. Беру 3-5 зубчиков в зависимости от размера. Здесь использую прием, чтобы убрать резкий запах, удаляю зеленую сердцевину из зубчиков. Она дает лишнюю остроту и резкость. Высыпаю курицы нарезанный чеснок. Чеснок добавляю в конце. Особенно удивительно, что этот экзотический рецепт из простых продуктов, которые есть практически в каждом доме. Не нужно бегать по магазинам в поиске эдаких ингредиентов. Взяли капусту, курицу, лук, морковь и готово. Капуста вообще удивительный овощ. Она и полезная, и сытная, и недорогая. А сколько блюд из нее можно приготовить? Тушеная, жареная, в супах, в салатах, в пирогах. Настоящая палочка-выручалочка для хозяйки. Дальше добавляю еще столовую ложку натурального рисового уксуса и немного соевого соуса. Перемешиваю аккуратно. Теперь нарежу крупно зеленые части лука. Самое время их добавить к курице. Зеленый лук не нужно долго готовить, он должен остаться ярким и свежим. Перемешиваю и следом добавляю капусту с овощами. Вот теперь все ингредиенты собрались вместе. Перемешиваю. Готовлю буквально 5-7 минут на среднем огне. Этого времени достаточно, чтобы все вкусы соединились, но овощи сохранили свою текстуру. Если вы убрали имбирь из сковороды, самое время его добавить. Это вкусное блюдо, где все ингредиенты дополняют друг друга. Здесь все в тему. И натуральный уксус дает кислинку, и соевый соус добавляет насыщенность. И зелень освежает,
И имбирь тоже чувствуется. Добавляет пикантности. Добавьте разнообразие в свое меню. Приготовьте так капусту с курицей. Уверена, домашние оценят. Это один из тех рецептов, которые потом просят готовить снова и снова. Если понравился рецепт, ставьте лайк после просмотра видео. Так вы поможете тем, кто еще не успел посмотреть этот рецепт. Делитесь с друзьями моими рецептами. Вдруг кому-то тоже пригодится такая идея для ужина. Приятного аппетита! Надеюсь, этот рецепт станет одним из ваших любимых. Готовьте с удовольствием!